Привет, это Кристина Вазовски, и вы слушаете «Извини, что голосовым» — подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. А эксперт сегодняшнего выпуска — Елена Залевская, блогер. И мы отправимся в Сербию. Поехали! Путешествовать можно по-разному. Купить билет на самолет, арендовать машину, даже попросить у друзей велосипед и вперед. А еще можно перенестись в любую точку планеты с помощью интернета. С подкастом «Извини, что голосовые» мы уже проехались по, доброй половине мира. Вы знаете, выходит новый эпизод, вы познакомитесь с новым городом или страной. Но о путешествиях круто не только слушать, на них круто смотреть. А в ВК-клипах есть отдельная подборка «Путешествия», в которой собран видеоконтент по вашей любимой теме на любой вкус. Тревел-блогеры, красивые панорамные виды из разных уголков мира. ВК-клипы подстраиваются под ваш интерес, поэтому запросы и реакции на клипы будут влиять на рекомендации в подборках. Вполне возможно, что после прослушивания этого эпизода, когда вы будете обсуждать с друзьями Сербию, лента выдаст вам клипы именно по этой теме. А раз вы сейчас слушаете «Извини, что голосовым», думаю, не нужно объяснять, что путешествие — это в первую очередь впечатление. В России сейчас осень, красок может не хватать, может наступить некоторая хандра, но какой смысл скучать, если можно зайти в ВК-клипы за впечатлениями и эмоциями. Находясь в любом месте, хоть под пледом дома, забраться на самую высокую точку в Сицилии, ловить снежинки в Австрии или отнимать камеру обезьян на Бали. И ведь путешествие — лишь одна из тысячи тем и подборок, которые могут затянуть вас в мир впечатлений ВК-клипов. Танцы, спорт, кулинария, финансы, коты, ежи, корги. Если продолжу перечислять, будущие выпуски «Извини, что голосовым» можно посвятить только этому. А чтобы было удобнее выбирать самый интересный контент, команда ВКонтакте разработала еще и отдельное приложение ВК-клипы. Переходим по ссылке в описании, смотрим ВК-клипы в отдельном приложении или прямо внутри ВКонтакте и погружаемся в море контента и эмоций. Реклама. ООО «ВКонтакте». Лена, привет. Привет. Где ты сейчас? Я сейчас нахожусь в городе Белград, это столица Сербии. 10-й год я тут живу, я первые 4 года прожила в сербском городе Нови Сад. Это второй по величине город в Сербии. Еще так говорят, типа, Белград — это Москва, а Нови Сад — это Питер. Я вот прожила в Нови Саде 4 года после приезда, а потом перебралась в столицу. Вот сейчас, наверное, уже 6 лет я живу в столице, в городе Белград. А расскажи, пожалуйста, почему ты вообще переехала в Белград? At the first place, как говорится. Мы переехали всей семьей, меня пригласили мужа на работу. Мы такие очень сильно вообще удивились. Вообще, что Сербия, что это, где это? Загуглили, пошли в Википедию, почитали, такие, да, нормально, можно ехать. Ты можешь вспомнить, вот я понимаю, что 10 лет — это срок, но что тебе больше всего бросилось в глаза, когда ты переехал? Какие отличия с твоей жизнью в России? Первое, надо учесть, что я родилась на Дальнем Востоке, я жила в Владивостоке, потом мы переехали по работе тоже на Сахалин, жила на Сахалине. Первое, мне, конечно, бросилось в глаза — это погода. Это очень много теплых солнечных дней. У нас так получилось, что у меня муж переехал пораньше, а мы с детьми еще остались там на Сахалине. У меня дочка доучивалась в школе 2 месяца, и мы там вещи собирали, в общем, там квартиру продавали. И мы решили поехать на майские праздники сюда, в Сербию, посмотреть на Сербию. Я просто с детьми взяла, полетела. И я вот это вот прекрасно помню, как мы вылетали какого-то там типа 29 апреля из Южно-Сахалинска, шел мокрый снег, было плюс 2 градуса. Мы прилетели сюда, в Сербию, здесь было плюс 30. Такое не всегда бывает, что тут май плюс 30, все-таки плюс 20 чаще, но там был еще какой-то год удивительно жаркое, начало лета было, там конец весны, и было просто 32 градуса. Дети сразу сказали, а мы так, я договорилась с детьми, говорю, мы сейчас съездим, типа на каникулы, потом вернемся, соберем все свои игрушки, книжки и поедем уже жить в Сербию. Дети приехали и сказали, нет, остаемся здесь, не поедем за игрушками домой. Я говорю, как же так, надо же собрать, попрощаться с друзьями. Дети, не, нормально, вообще погода отлично. Погода нас подкупила сразу, хотя вроде мне казалось, что я не так уж сильно зависима была вроде от погоды, но вот прям в первый момент очень нас впечатлила именно погода. И еще вот этот Нови Сад, сербский город, он очень такой маленький, такой уютный, такой европейский.
И такой расслабленный, весь спокойный. И вот нас прям он удивил. Хотя и в Италии я немножко была, по Азии ездила. То есть я была за границей, не то чтобы я там просто ни с того ни с сего, но все равно очень мне понравился именно Новый Сад. Этот город прям вот для начала, для маленьких детей, он прям вообще очень классный был. И вот я сейчас знаю, что очень много, в том числе айтишников, очень много русских людей переехали в Сербию, и вот они выбирают Новый Сад как такой стартовый город. Сложно ли там было вам ассимилироваться? Да нет. Мы как-то быстро привыкли. Дети пошли сразу в школу, в сад сербский. И язык не очень сложный, но мы прям стали его учить, чтобы легче было общаться, да, в том числе и благодаря детям, потому что они сразу стали его учить. Хотя очень много людей говорят на английском языке в Сербии. И, в общем, можно на английском общаться, и много людей живут здесь, не уча сербский язык. Как-то привыкли, адаптировались достаточно спокойно. Не было у нас там таких каких-то страшных. Никто не говорил «хочу там вернуться» или, прям не тяжело было, вот так скажу. Выучили язык, спокойно в школу пошли. Нас поддерживало очень много населения. У нас у дочки сразу стали ее подружки какие-то в гости сразу приглашать. А вот тут еще модно на ночевку сразу. Какая ночевка человеку, там 7 лет и 8. Они такие сразу давай. Я говорю, да, дайте хоть с родителями познакомиться. Не, нормально. Все очень доброжелательные, позитивные. Все хотят дружить. Может быть, нам повезло просто, может, мы так попали в какой-то такой круг. В общем, адаптировались мы очень быстро. А вот ты классно начала эту тему про дружбу, заведение отношений. Как тебе кажется, чем отличается сербская культура построения отношений, дружеских, в первую очередь, наверное, от российской? Первое, что я заметила, они очень быстро переходят на «ты». Меня это сначала прям удивляло. Я в России привыкла, что на «ты» это как прям сильно понебратство такое, что ты мне тыкаешь, да, мы с тобой не знакомы, давай уважай меня, да. Здесь ты буквально познакомился, даже не зависит от возраста, прям бабушку какую-нибудь я не буду на «ты» называть, но если человек на 10, на 20 лет я с ним познакомилась, он мне сразу на «ты», я сразу на «ты». Сначала меня это удивило, да, сильно, а потом, наоборот, это очень близкие отношения, спокойные. Не то, что это понебратство, а это, наоборот, какое-то доверие. То есть никто не хочет тебя неуважения проявить, а просто мы нормальные люди, нормальные друзья, зачем мы там будем какую-то дистанцию. То есть это ты создаешь дистанцию сразу. Вот, например, что удивительно, спортивные все тренеры с детьми все на «ты». То есть дети, тренеру, не знаю, может быть, 50 лет, и ребенок 10-летний, все равно тренера все на «ты» будут называть. Это какой-то контакт сразу создает, мы не устанавливаем дистанции. Вот это мне обратило внимание. Еще мне понравилось, что здесь все всегда пожимают руки. И женщины, и мужчины, да. То есть это во многих европейских странах, мне кажется, так. Но прям, особенно при знакомстве, это вообще обязательно, да. То есть я не говорю, я Лена, привет, да. Я Лена, я иду пожимать руку, да, человеку. И я первый раз с этим столкнулась, как-то сначала какие-то квартиру снимали с хозяином, думаю. А потом мне пришлось вызвать сантехников домой. И он ко мне заходит домой, и мне протягивает руку. Такая, окей, ты же сантехник. Потом он что-то поделал, водопроводчик в трубу. Все, до свидания. И мне руку протягивает опять. Я так это насмешила, думаю, ладно. Да, и так принято, очень быстро я к этому привыкла, сама всем хожу, теперь руки тяну. Мне кажется, когда при знакомстве это прям удобно, потому что ты прям, особенно когда несколько человек, ты прям фиксируешься на этом человеке, запоминаешь его имя, знакомишься, смотришь в глаза, все понятно. А так, когда ближе, ты несколько раз с человеком пообщался, они уже при встрече будут обниматься. Реально очень близкие стали, сразу все близкие люди становятся. А вообще люди очень расслабленные. В хорошем смысле этого слова, не то, что они все ленивые, а именно, что они спокойные. Тут такое слово есть «полако», это национальное слово, может быть, ты знаешь, я так понимаю, что есть разные аналоги в разных странах, такое слово, термины, типа окей, спокойно, медленно, они его всегда везде говорят. То есть я на кассе что-нибудь, например, в супермаркете, да, ой, у меня не успеваю карточку, засуетилась или деньги что-то достать, полако, все, не волнуйся, или я да быстрее нужно собрать что-нибудь, я мешаю кому-то, сама полако. В общем, все тебя поддерживают, типа, да ладно, что ты, не волнуйся. Я знаю, наверное, 2 вообще сербов, которые такие активные, прям давай, быстрее. Как мы привыкли все-таки в России, особенно в каких-то крупных городах, да, люди все быстро-быстро. Все таки да, нормально, все сделаем. Такое спокойствие, и никаких вечером никто не работает, все наслаждаются жизнью. А есть какие-то штуки в Сербии, которые бесят или бесили сначала?
Ну вот это Палака бесила сначала, потому что оно относится не только, что тебя поддерживают, что ты, я не знаю, там из сумки у тебя что-то высыпалось, и ты там, тебя Палака, не волнуйся, а то, что ты, не знаю, звонишь в интернет-компанию, просишь тебе быстрее установить, Палака, послезавтра. Да, это, конечно, бесило. Потом ты привыкаешь, такие, ну да, понятно, что нужно заранее все думать, все это. Что такое еще бесило? Курение, могу сказать. В Сербии очень много курят. Это очень огромный минус для меня. Мне кажется, вот прям единственный минус. Больше таких нету. Сербия, по-моему, самая или одна из самых курящих стран в Европе. И курят всегда, везде. Летом нормально, осенью, весной на улице курят. Зимой курят в заведениях внутри, во всех абсолютно. То есть там пойти поужинать в какое-нибудь там воскресенье в январе, еще подумаешь 5 раз, думаю, да ладно, дома поем. Потому что зайдешь, как бы я как не курящий человек, да, кто-то курящий скажет, окей, да. Курение — это беда. Сделали закон они о том, что нужно зоны в ресторанах, курящие, не курящие. Они просто на соседние столики ставят табличка «Курить можно, курить нельзя» и все. Пока он очень тяжело выполняется, очень медленно это идет. А какое вообще в Сербии отношение к законам? К разным законам по-разному. Но на светофор, вот, например, на красный светофор люди в основном не будут переходить. Ну, там превышение скорости, никто там на это не обратит внимания. Есть, которые снисхождение, есть, простят тебе там полицейские. Например, меня всегда полицейские на дороге, ну, хотя я ничего не нарушаю, но если останавливают просто так, там документы проверить или что. Ну, это еще раньше, когда останавливали, смотрели права. Русская? Ну, ладно, давай, езжай. Очень такое отношение к русским лояльное. Это миф, который правда. Прикольно. А вот можешь дать какой-то политический контекст, потому что все, что я знаю, ну, я немного знаю Сербии, но каждый раз, когда я вспоминаю Сербию, сразу вспоминаю Косово. Можешь немножко про это рассказать? Что это такое, какое к этому отношение в Сербии? Когда мы уже пригласили на работу в Сербию, мы такие, там же война, там же Косово, хотя это было уже 10 лет назад, уже 20 лет, как война закончилась, да, пошли тоже в Википедию, потому что все только знают, что Сербия — это война в Косово. Никаких давно нет, то есть почти, 20 сколько-то лет они отмечали в этом году прошло, со времен последних активных действий. Все решается сейчас, это политическим вопросом, как-то договариваться, не договариваться, какие-то там провокации бывают, но это никак не влияет на жизнь остальной всей Сербии, там, столицы, никак сейчас. Все живут абсолютно спокойно. Единственное, что я могу сказать, если кто-то хочет ехать в Сербию и опасается каких-то военных действий, то нет, ничего не стоит опасаться, как бы все спокойно, все урегулируется как бы вовремя. Я не думаю, что сейчас политики будут доводить это до какого-то страшного столкновения, до каких-то прям военных действий. Пугать могут друг друга там на словах, то, что это куда-то пойдет сильно, я не думаю, что это будет. Если возвращаться к отношениям к работе, как, не знаю, работать, как строить бизнес в Сербии? Есть ли какие-то свои приколы, помимо, ты говоришь, Палака, да? Да, вот я свой опыт могу рассказать. Я занимаюсь больше года. Я открыла апартаменты, сдаю как стан на дан, по-сербски называется. Как это? Посуточная аренда по-русски называется. И мы как бы с подругой открыли, решили, мы все делаем по закону, пойдем сразу во все органы, все получать, там, как не лицензия, тут называется категоризацию получать. Могу сказать, что меня удивило, что очень доброжелательные люди во всех госорганах. Куда ни приди, все помогают сразу. Я там еще что-нибудь постою, потуплю, что, я не понимаю, куда идти. Палака. Не волнуйтесь, сейчас мы вам все объясним. Запоминают меня, я там им что-нибудь звоню, такие, да, Елена Залевская, я вас помню, да. Потом вот на днях я в налоговую ходила, уже зарегистрировала там апартаменты, нужно было идти в налоговую. В налоговой абсолютно спокойные люди, все адекватные, все понятно, зайдите туда, зайдите сюда. Вот по поводу какого-то предпринимательства, не знаю, как, может быть, в найме по-другому работать, я в найме не работала, у меня не было как бы разрешения на найм, потому что у меня было ВНЖ сначала. По предпринимательству все понятно, то есть не нужно никакие подарки никому носить, как бы все прекрасно сами работают. Может быть, если в какие-нибудь подарки что-то по-другому было, я не знаю, я как бы таким не занимаюсь, да. Но вообще все прекрасно работает, все понятно. У меня никаких знакомых не пришлось искать, чтобы мне вот начать свой бизнес, и сама все разрулила. Все прекрасно идут на контакт, пишут письма, звонят. Вот эти вот как бы бюрократы, да, которых работа такая бюрократическая, они вполне все адекватные люди и ничего долго не затягивали никакие. То есть какой-то там срок у них
написанный в законодательных актах, там, например, это рассматривают 30 дней. Все, они в течение 30 дней мне все появились, все сделали. Так что у меня позитивное отношение вот по поводу предпринимательства. Классно. Просто Балканы какая-то такая территория, знаешь, для меня абсолютно неизведанная. Хотя я сейчас была в Черногории, вот, считай, как бы на границе. Сербы черногорцев не любят. Черногорцев считают, да, такими бездельниками. Есть ли что-то про национальное осознание там у сербов, что типа там мы самые какие-то, да, или вот мы этих любим, этих не любим? Вот эти вот национальные легенды. Это вот типа такой империализм. Это я вот сначала как бы не замечала, а сейчас я это вижу, да, что вот такое, что мы как бы круче остальных, потому что Сербия большая, она тут самая главная на Балканах. В общем, такое есть где-то там в душе. Ну, они же тоже все очень сильно перемешаны. У них корни там, он живет в Белграде, у него мама босника, папа у него хорват, например, а он считает себя это, сербом, да, потому что родился, например, в Сербии или там в бывшей Югославии родился. Очень много перемешанных семей, и как бы они к этому привыкли и спокойно относятся, там все на лето уезжают. У всех есть какие-нибудь родственники в Черногории, какие-нибудь родственники в Хорватии, все друг к другу ездят бесконечно. В Австрии тоже очень много сербов живет, в Венгрии на границе. Да, поэтому, кстати, могу сказать, например, про Новый год. Здесь отмечают Рождество и католическое, и православное. Да? Сербия православная страна, и главный праздник у них 7 января, вот этот православный Новый год. Да? Но очень много регионов, где живут католики. Например, на северо-западе Сербии, там приграничный с хорватами и с венграми, приграничной территории, там живут очень много католиков, и там отмечают Рождество 25 декабря. И есть дети из смешанных браков, да, папа, там, например, венгр, а мама сербка, да, православная. Эти дети отмечают 2 Рождества, им подарки дарят и на 25 декабря, и на 7 января. Очень удобно. Очень, да, устроились хорошо. Вот как раз ты упомянула Рождество и Новый год. А есть ли еще какие-то любопытные национальные праздники? Очень есть интересный праздник, я сейчас расскажу. Традиция называется «Слава». Это вообще-то праздник, который ЮНЕСКО включил в список нематериальных культурных ценностей. То есть это единственный праздник, который входит в список нематериальных культурных ценностей. Это день семейного святого. У каждой семьи есть свой святой, и они славят его, то есть отмечают его как бы день рождения. Отмечают обычно в доме, где живет самый старший мужчина этой семьи. То есть, типа, в самом родительском доме. Если, например, какой-то там сын ехал далеко и не может приехать, например, там в Канаде живет, да, то он просит разрешения у отца отмечать у себя тоже дома славу. А когда девушка выходит замуж за серба, она наследует его славу. То есть она уже свою семейную не отмечает, а она у него отмечает славу. То есть это такая традиция. Там как бы разные версии есть происхождения этого праздника. Но вот мне нравится такая, что когда османы захватили вот здесь территорию Балкан, Османская империя захватила, им запрещали праздновать все религиозные праздники. И сербы, чтобы как-то сохранить свою вот эту религию, да, они придумали себе, каждая семья взяла себе какого-то святого и стала просто у себя дома отмечать его день рождения. Как будто это наш день рождения, но это вот день рождения вот этого святого. И вот так они сохранили вот эти традиции, и вот с тех пор вот эта традиция осталась у семей, да. И вот у нас, например, самое, сейчас скажу, когда 19 декабря Святого Николая слава, и в Сербии по статистике 30% семей отмечают эту славу. И в среднем 20 человек гостей приходят в дом. То есть у них есть такая шутка, которая на самом деле правда, что сегодня, вот этот день 19 декабря, половина сербов придут в гости, а другая половина принимает гостей. То есть это такой праздник, то есть реально вот этот праздник, когда его все празднуют, 19 декабря. И у них, кстати, в законе написано о том, что серб может взять себе выходной в тот день, когда у него семейная слава. О, как классно. Законный выходной, да. То есть это такой праздник, который вот национальный, который поддерживается государством и очень-очень уважаемый в Сербии. Так что вот, если серб тебе скажет, у меня сегодня слава, ты скажи «сречна слава». Сречна — это типа счастливой славы. Блин, очень круто, очень интересно. Сейчас вот у нас к Новому году пойдет много слав. Тут как-то они в ноябре, в декабре много святых рождались, и прям много будет. И кто-нибудь, не знаю, звонишь ты какому-нибудь там, не знаю, мебельщику, он такой: «О, нет, завтра не могу, завтра у меня слава». Он такой: ну все, понятно, значит, он не работает. Сречна слава, все, что я еще могу сказать. Очень крутая традиция. Я знаю, что у тебя, по-моему, 2 детей, правильно? Угу. Как школьная образовательная система отличается в Сербии и в России? Очень сложный вопрос. Очень часто мне его задают, особенно последние полгода, когда очень много приехало русских, все очень волнуются.
Отличается, мне кажется, не очень сильно. В принципе, учатся 8 лет. Первые, 4 года начальный класс, а потом 8 лет — это основное образование. После 8 класса ты можешь уйти из школы. После 8 класса еще идешь либо в гимназию, либо высшее школьное образование еще 4 года. Первый, второй, третий, четвертый. Как бы в России было бы 12 классов, да? Но здесь 12 не говорят, здесь говорят первая средняя, вторая средняя, третья — это средняя школа. В остальном программы плюс-минус все похоже. Только что учат там историю Сербии, литературу Сербии читают, да. Отношения тоже более спокойные к детям и к урокам. Там, да, конечно, тоже там прессуют какие-то, но все равно дети прям спокойные, все сильно расслабленнее особенно в конце школы, последние какие-то классы. Да, конечно, у них тут матура у них называется, эти выпускные экзамены. Все, конечно, тоже волнуются, но все-таки не так. По-другому немножко относятся. А еще я хочу сказать, что дети очень хорошо здесь говорят на английском языке, потому что у них не дублируют фильмы. Это тоже во многих странах, которые страна помельче, да, у них идут на английском языке, просто субтитры на сербском. И здесь прям много, все в кинотеатрах идут фильмы на сербском, и дети вообще не заворачиваются, что смотрим фильм на английском. Да, такие окей, смотрят фильм на английском. Все понимают, могут болтать. Это какой-то такой плюс маленькой страны в знании соседних языков, и английского в том числе. Блин, да, это классно. Это правда, мне многие говорят, что это лучше всего работает, когда они дублируют фильмы, сразу вырастает поколение, которое... Ненавязчиво ты сидишь и учишь этот язык. Да-да-да. Который сразу говорит. Да. Ты учишь. Я всю жизнь учила английский этот язык сколько можно. И все равно есть что не понимаю, да. Прикольно. Из каких-то еще таких штук я знаю, что в Сербии так себе с экологией. Да, это тоже факт. Я, если честно, не чувствительная, я не замечаю этого. Но зимой здесь с декабря, может, с ноября начинают... тут несколько факторов загрязнения атмосферного воздуха, да, мы об этом говорим. Особенно в Белграде, в столице, здесь много домов, где нет центрального отопления, отопление какое-то там свое, какие-то старые котельные, какие-то там печное еще есть отопление где-то в пригородах, да. Новые дома строят, они строят со своими котлами, с новыми современными, да, тоже не центральное отопление. Но в этих старых домах там это неизвестно, чем топят, и это беда. Отопление плюс машины есть, прям тоже старые ездят, загазованность большая. И еще у нас здесь ТЭЦ стоит в городе Костолац. Она тоже старая, она топит углем, а сейчас, я не знаю, с санкциями тут тоже сейчас экономия с этим газом получается. И, может быть, в этой зимой еще хуже будет, потому что они там тоже на уголь перешли. И у нас мы смотрим по приложению, периодически бывает еще, когда погода плохая, как-то там облака держат этот смог, и он над городом висит, или с Костолаца, если ветер дует, то с этой ТЭЦ тоже в Белград дует. И людям прям с астмой, там, с какими-то проблемами легкими говорят, что вы прям будьте аккуратны. Раньше в масках ходили до коронавируса, ходили в масках люди. Сейчас масками уже никого не удивишь. Но если это бывает не всю зиму, это бывает несколько дней отдельных за зиму, может быть, несколько недель в сумме. Но это в крупных городах. Белград, но висят здесь в низинке. Но у нас тут есть прекрасные горы, типа Капаоник или Златибор курорт. Там вообще прекрасный воздух, сосны, и оно находится сильно выше, там на 1000 выше метров над уровнем моря. И там прекрасный воздух. Если у людей реально какие-то проблемы, они стараются уехать в горы, чтобы повыше было, и от этого смога. Прикольно. Такая ситуация. Это, кстати, известная проблема, но вроде как работает, потому что экологические активисты, конечно, молодцы, как всегда. Активисты вообще молодцы, обращают внимание на разные проблемы, и они с этим давно тоже про это я все время слышу, что они там борются, уже заставили правительство, они там уже обещали какие-то, к 25-му году мы то сделаем, к 27-му году то сделаем. В общем, какие-то работы ведутся, дай бог, что доведут до конца. И нормализуется это атмосферное, что загрязнение воздуха будет лучше. А такой у меня есть тебе финальный, наверное, большой вопрос. Кому и для чего ты порекомендовала переехать в Сербию, а кому бы сказала, что лучше ищите какую-то другую идею для переезда? Я не скажу, не знаю, потому что разные люди приезжают, сейчас тоже очень много приехало людей, и по-разному относятся. Во-первых, Сербия, мне кажется, с первого взгляда может не понравиться. То есть Сербию можно со второго взгляда полюбить, а не с первого взгляда. Такое тоже бывает, да, если первый раз не понравилось. Может быть, стоит съездить еще раз и посмотреть. Не знаю,
знаю, я не могу так сказать. Каждый себе находит, что ему нравится, что ему хорошо. Кто-то, наоборот, из крупного города приезжает в Нови Сад, там город буквально метр на метр, да, и он говорит, ой, как хорошо, тишина, спокойствие. А кто-то, наоборот, хочет там больше, чтобы активности каких-то этих, Белград, и Белград, и маленький, хотя Белград как бы балканский мегаполис. То есть все Балканы считают, что Белград прям самый большой такой город. Действительно, вот у нас сейчас перепись населения заканчивается, прям интересно посмотреть, сколько жителей, потому что 1 700 000 где-то было по старой переписи. Интересно, сколько перепишут в этом году в Белграде жителей. Поэтому не могу сказать вот так прям... Я тоже приехала в Нови Сад, мне очень понравилось, когда я приезжала в Белград с Нови Сада, я прям в ужас приходила, думаю, господи, что тут происходит, да что это такое? А потом приехала в Белград, живу здесь, мне так уже все понравилось, я наоборот приезжаю в Нови Сад, такая, что-то прям вы совсем полака здесь, что-то у вас тут совсем все медленно. Если резюмировать, то совет такой, переезжайте в Белград, приезжайте, смотрите, да. Выбирайте. В общем, такой совет. Очень много людей переехало, у нас по официальным данным переехало 17 тысяч русских и украинцев, которые уже официально данные, которые получили здесь ВНЖ. А по неофициальным данным 40-50 тысяч. Это очень много, потому что до этого у нас тут жило 3-4 тысячи. А как сейчас в связи с этим ситуация с жильем и так далее? Ой, вот прям люди ищут жилье, сложно. Сначала все жилье в марте разобрали в Нови Саде. Дешевое, недорогое, хорошее. Потом все цену подняли. Потом, до сих пор переезжают, люди ищут. Большой наплыв опять в августе был, потому что к школьники приезжали уже детей. Очень много школ, всех берут детей. Все школы, и в такие муниципальные, и в частные. Много детей, очень много и русских, украинцев. Ничего, вроде хорошо. Сосуществуют вместе дети. Вроде все в порядке. Это самое главное. Есть ли еще какие-то штуки, о которых я тебя не спросила, но тебе кажется интересным рассказать? Например, когда застолья чокаются, что надо говорить? Сказать? Давай, конечно. Например, на той же самой Славе, когда у тебя застолье, да не застолье, ты просто в кафе взял по пиву и чокаешься, нужно говорить «живели». Это типа по-немецки «прост», «чин-чин», по-итальянски «живели», когда чокаешься. Но нужно обязательно смотреть в глаза тому, с кем ты чокаешься. Да. Вот так вот. Да, и вот прям в глаза. Я причем, мне кажется, мы когда чокаемся, мы смотрим в бокал, чтобы попасть, да? А вот надо смотреть в глаза. Вот такой прикол. Тоже крутая еще традиция. В кафе, когда приходит в кафе, например, кто платит? Платит тот, кто приглашает. Это такое негласное правило. Если меня кто-то зовет в кафе, я знаю, что этот человек будет платить. Или я зову. Я, конечно, скажу, давайте я заплачу. Нет, я тебя пригласил, я плачу. И поэтому ты из вежливости берешь не сильно больше, чем он берет, например. Не то, что он тебя пригласил на кафу, кофе попить, он взял кофе, а ты 3 блюда берешь. Нет, окей, тогда я тоже кофе. Потому что я знаю, что он заплатит. Традиции такие. Прикольно. То есть такого, что делит счет 50 на 50, такого редко очень бывает, да? Такого, да. Это если сговорились вместе идти. Или ты предложишь, он сказал, ладно, давай вместе заплатим. Но негласное правило, кто приглашает, тот и платит. Да, если ты сказала, пойдем на кафе, пойдем чай выпьем. Значит, подразумевается, что ты заплатишь. Классное знание. Лайфхак такой. Да, лайфхак, офигенный лайфхак. Супер. Это прям какие-то вишенки на торте нашей записи. Спасибо тебе огромное. Мне было дико интересно, очень приятно познакомиться. Подписывайтесь обязательно на Лену в Инстаграме, ссылка будет в описании. Лена ведет невероятно интересный блог про Сербию, про жизнь в Сербии, про свою жизнь. Поэтому все, кто интересуется переездом или в целом культурой, это будет вам очень полезно. Спасибо большое. Всем пока. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях в подкаст-приложениях и вашим сторис и отметкам меня в Инстаграме @Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.